грустить. Ходу от снарядов, смотри. Вот встретили своих соотечественников на земле дальше. Подождал, пока они докурят. Не надо, подождите. Скажите пару слов. Как попали, как все, что было. Я вообще нечаянно попал. Не хотел ехать, приехать. Как так случилось? Пацан поплакал, маму захотел. Я уже с ним приехал. Обратно Спасибо большое, что вы тоже нашли для нас время. Я знаю, что вы только с дороги, уставшие все. Завтра у вас турнир. Вы нервничаете, испытываете какие-либо волнения или уже привыкли? Мы не нервничаем. Мы приехали к нашим братьям. Мы не первый выезд в Кабардино-Балкарии. Мы после нашей войны с 1992-1993 год мы ездим почти каждый год. Республика Абхазия, разные города принимают участие. То, что проводится по вольной борьбе и по другим видам. Вот, и мы очень много турниров проводим. И к нам приезжают с Кабардино-Балкарии, с разных регионов. Мы одно целое. Это не мы придумали, это наши корни. Сейчас вот мы приехали память погибшего в Отечественной народу Абхазии, нашего брата. Уже 23-й турнир будет. Ежегодно мы проводим. Не пропускаем память погибшего Отечественного народа Абхазии. Там у нас фотографии на каждого погибшего. Это и кабардинцы, наши братья, и абхазы. Где-то около 28 человек, кандидаты мастера спорта. Мы много ездим по Российской Федерации, по странам. Есть такие мероприятия. И в честь, и в памяти. Пусть не обижаются и наши братья-дагестанцы. Там 200 тысяч борьбой занимаются. А нас численность населения. Но мы проводим больше мероприятий, чтобы... Мы еще соперничаем как следует. Ну, да, уже зубы показываем. Можно вот предположить, утверждать, что кавказцы одни из самых сильных спортсменов в этом направлении? По единоборству, да, я бы сказал. Это гены, наверное, и характер, и мужество. Так не только в борьбе. Есть такой вид спорта — футбол. При сборной Советского Союза вот, играли там нацмены. Вот, не только русские нацмены играли. Тогда не было легионеров, да, там африканца там, или нигерийца не покупали, ну, Советского Союза, да, вот. И они выигрывали и достойно выступали. Правильно, ребят, да? Даже если сравнить русских спортсменов с нынешними, видимо, за счет здоровой конкуренции. Вообще нет плохой нации, бывают плохие люди. Наверное, не туда, на Европу, на мир смотреть, брать легионеров здесь искать, внутри, из стран СНГ, и делать единую команду. Да, мы в прошлом году проводили чемпионат мира. Конифа называется. Абхазия первое место заняла. Так что... Гордимся. Насколько сильно сближаются народы? И почему именно этот район? Потому что там больше всего Абаза? Я давно езжу в Кабардино-Балкарии, в Осетии, Карачаево-Черкесии. Я и бывал в Карачаево-Черкесии, проводили, Валентин Чуков был такой. Он решил популяризировать вольную борьбу, а Юрий Аванесович Шахмурадов, он был старшим тренером Советского Союза. Сейчас он старший тренер по женской борьбе России. Он титулованный человек, весь мир его знает. В честь него проводили. Мы на стадионе боролись. Вот, два аула, там есть Ильбурган, Инжинчукун. Вот, меня, как абхазца, брата, делали главсудьей соревнований. Все дети, старушки, вот, практически они, те, которые воевали у нас, ну, практически 90%
99% они живых абхазцев не видели. Не было общения. Это не мы, но это не мы виноваты, да, это время такое было. Но относятся, потому что они знают корни. Это одно целое. Что кабардинцы, абхазы, шапсуги, абазы. А кровь играет, когда видишь все Конечно, внутреннее что-то? Конечно, 100%. Вот все говорят, подтверждают, что да. Конечно, конечно. Спасибо вам большое. Куда уйти тогда для тебя? Добро пожаловать. Нас 18 человек. А почему я вижу всего 3? Где остальные? Тренера тоже приехали на улице. А ребят сколько? 6. 6. Что у вас с математикой? 2 куда вы дели? Лезгинку умеете? Что? Лезгинку. Что это? Танцы умеете танцевать? Ну подожди, тогда нажимай на кнопку. Нет, рядом. Я тоже сначала на это нажимала. Так с какого вы города приехали? Вы каким спортом занимаетесь? Конный боевой. Давно? Да. 4 года уже. 4 года? Да вы уже профессионалы. Сейчас пойдем, отойдем с вами поговорим. Уже все, не даст вам. Подожди, мы закинем туда, чем новое закажем. 200 штанг, может, Сколько у вас человек в группе? 16 человек. А доехали сколько? 8. Почему именно вы 8 человек приехали? Года совпадали. У вас, то есть, отбор по весу и по возрасту? Да. Вы все школьники? Да. Какой класс? Я второй. Я третий. Я шестой. Почему вы решили пойти именно на вольную борьбу? Ну, почему не на балет, например? Вам понравилось? Ну, есть какой-то борец, который там является примером для подражания? Денис Сургов. Денис Царгуш? И на Алките. То есть вы хотите дойти до этого уровня, да? Да. И даже выше? У вас тренера строгие? Да. Они вам нравятся? Да. Если они строгие, почему они вам нравятся? Не строгие. Сколько раз в день у вас тренировки? 1 раз в день. 1 неделю. 1 раз в неделю? Нет, всю неделю. Каждый день? Да. Вы учиться успеваете? Да. Дальше после школы. Троечники есть? А если честно? Нет. Сколько часов в день вы занимаетесь? По 2, по 1,5 часа. И домашнее задание школьное успеваете сделать? Вас ругают, когда вы проигрываете? Ну, а что вам говорит тренер? Над ошибками учиться. Когда вы выигрываете, что вы чувствуете? Волю к победе. Расскажите, сколько у вас тренеров? У меня 2 тренера. Как их зовут? Свои Бадам и Гумбинов. Вы уже что-нибудь выиграли? Да. Чемпионат Абхазии? Тяжело далась победа? А что вы можете сказать о соперниках? Соперники были очень сильные. Достойно сражались? Да. А где кубок находится? Дома. У кого дома? У меня. У тебя? Потому что ты выиграл? У тебя? Не, у каждого. У вас у каждого есть кубок? Да. Кто-то из ваших родителей против, чтобы вы занимались этим спортом? Не. Да, нет, слышу. Почему да? Переживают? Что пропускаем школу. Все-таки проблемы возникают в школе. Вот вы сейчас приехали в Нальчик. Мы тоже с Сухума, но встретились с вами здесь. Вот скажите, пожалуйста, почему вы приехали сюда? Чтобы бороться. На Чтобы турнир. выиграть. Мы приехали на турнир.
Ваш сынишка здесь вместе с ребятами участвует завтра в турнире? Да, он принимает участие в завтрашнем нашем турнире. Ну, такой возраст для него, я не знаю, он не упал духом, согласился, поеду, говорит, с удовольствием к нашим братьям. Вот приехал он тоже вместе со мной и будет показывать, наверное, результат свой такой у братьев. Ну, как отец, наверное, так скрывать тоже не буду. Буду, конечно, нервничать за него. Не только за него, но и за всех остальных детей. Ну, не нервничать, а эмоции какие-то, наверное, спортивные, как-то что-то подсказывать. Или в нужное время подсказать, и чтобы он это сделал. Наверное, это наша работа заключается в этом. Вы сами занимались этим спортом? Да, этим видом, конечно, это самый мой любимый вид спорта. Хотя первый я начинал с танцев, а потом вот патриарх наш республики вот, Абхазии по вольной борьбе, вот сегодня он с нами здесь находится. Вот я когда танцевал со сцены, прямо он меня потом уже вот так поднял, снял меня со сцены. Как он определил? Наверное, из-за шустрости, что ли. Ну, я выполнял какие-то солы абхазские, такие очень быстрые. И вот он тогда спросил, как меня зовут, как фамилия, отец, мать, кто с тобой. Ну и все, вот на второй же день я сразу уже попал в спортзал. Наверное, он как-то отцу моему сказал в приказном порядке, он должен бороться. Ну, я так и поступил. Сколько вам лет было? Это уже как мой ребенок сегодня, который вот будет выступать на этом турнире. Вот мне было уже, ему второй класс, а мне было, ну, 3 класс я ходил тогда, да. Вы с Гудауты? Да. Я сам с Гудауты, ну, я зал гудаутский, вот отношения мы все имеем, мы приходим туда со своими детьми, мы их сталкиваем, мы их видим, результаты какие там за месяц, что он уже сумел сделать или научиться. А так я вообще занимаюсь в селе Аци Гудаутского района. У меня есть зал хороший, как раз для этой школы достаточно. И выходят оттуда неплохие уже спортсмены. И есть уже чемпионы многих международных турниров, уже и выезда имели хорошие. Вот занимаемся с ними, трудимся и днем, и ночью. Всегда мы думаем о них, показать. Любой ребенок должен хороший результат, и они равняются уже, как они в зал заходят. Они всегда вот видят эти фотографии, которые висят там у меня, и чемпионы Европы, и фотографии висят, чемпионы Советского Союза, которые были, они, фотографии висят, и, естественно, ну, гордость нашей нации Абхазии, там вот про Дениса Царгуша всегда эти дети равняются, они даже, наверное, и молятся, чтобы стать вот точно таким же, как Денис. Положительный пример заразителен. Да, конечно, это так. Почему вы выбрали зал именно в селе? Разве не комфортнее работать в городе? Не, ну кому как. Я, в принципе, родился и вырос в селе, именно в этом селе, и являюсь патриотом, наверное, этого села. Я не ушел оттуда. И зал именно, вот где я детей готовлю, этого парня тоже нету, живых уже, он погиб. И я приводил его в зал, он сам тренером работал. И вот в честь него вот это, да, это и зал. Мы любим, ценим этот зал. Много учеников? Ну, в общей сложности у меня человек 25 получается. Много? Да, именно, которые ходят вот на вольную борьбу. А так, кто занимается футболом, волейболом, там в школе есть все, но они ходят именно вот ко мне. Также и танцы там уже идут, но все равно они больше смотрят в зал борьбы. Я благодарю вас, потому что у деревенских детей есть возможность заниматься. Не каждый, наверное, может спускаться в город и там да, проводить именно занятия. вы правильно подчеркнули, потому что
деревенские ребята, они всегда такие на самом деле, закалка другая. Какая? Чисто деревенская, вот так горная закалка, можно хорошем сказать, смысле? конечно, в хорошем смысле. И вот так, чтобы раз он пошел, сразу купил там это что-то нехорошее там в магазинах, которые, да, там все съедобно, чистое, там вот все домашнее, начиная даже с мяса или с настоящей нормальной деревенской вот этой пищи, это уже, наверное, дает все и силу. И мы, наверное, подсказываем так же, как и нам подсказывали все это. В тот район, который завтра вы приезжаете, я знаю, что там очень много абаза, очень большое количество. Вы испытываете какой-то другой прием, отличающийся от других регионов, может быть, чем-то? От других регионов Или так в каждом не могу, своя изюминка? не могу сказать, но я в принципе вот сталкиваюсь со всеми, вот как вы говорите, сейчас вот Кабардино-Балкарии или Карачаево-Черкесия. Для меня в принципе раздваивания их как-то никогда не было абсолютно. Я всегда видел их братьев, и я убедился в этом намного сильнее, вот, чем все остальные, как-то вот простые люди, потому что война нас столкнула так Вы кавалер здорово. ордена. Леона, да. И очень многие вот абазины рядом с нами стояли, и кабардинцы стояли с нами, до сих пор мы отношения общие имеем, они внутри у нас Республики Абхазии. И так, если будем говорить о зять абазинского народа, супруга моя вообще из Карачаева-Черкесии, она вот приезжала с подружкой вот так в Абхазию, и получается так вот по нашим обычаям, в то время, как это говорили, если честно, я ее похитил. Да, она чуть-чуть посопротивлялась, все это, ну вот как мы уже живем, вот 20 лет, и нормально, не жалеем обед, но мы горды, и абазины горды, и абхазы горды, и видимся так хорошо, вот растут дети, 4 детей воспитываем. И я рад буду, честно, вот если мои сыновья как-то, если заимеют еще отношения, так близость родственная, коренной, если с кабардинкой, там, не знаю, и с абазинкой, и даже если мои девочки абсолютно, я не буду как-то смотреть все это по-другому, наоборот, буду радоваться всегда, главное, чтобы счастливыми они были, все. На самом деле наша Родина получается из вашего описания намного больше территориально. Конечно, конечно, вот это всегда надо узнавать, уточнять, это предки говорили наши, мы должны продолжать это, мы должны все это расширять. И спасибо вам, нам нравится. Да, вам спасибо за вашу открытость, за доброту, за уважение. Спасибо, дай Бог, дай Аллах. Мы не первая, не последняя наша встреча и в Абхазии, и в Кабарде, и в Черкеске, чтобы мы имели такие разговоры с людьми, и так, чтобы мы общение, и на свадьбах так, чтобы мы смогли снять вот интервью, и чтобы рады были все. Спасибо, но у нас половина абхазская группа, а половина кабардинская. Да, конечно, с удовольствием. Абзира, Хазиген, Хатвиша, Дагутскира, Хамазад, Хаджлар, Козаге, Дабазинумат, Абардома, Дапсуа, Мазаге, Агутскира, Хамана, Хоцкира, Хамана, Аидгалара, Хамана, Хамчаугона, Хамзхо, Адзгидзо, Амло, Убаси, Угона, Халана, Ну как дела? Хорошо. Я видела, у тебя из носа кровь пошла. Но ты дальше продолжал. Почему? Я хотел выиграть. Ну ты выиграл в итоге. Тяжело далась победа. Но получилось? Молодец. Я вот думала, духом пойдешь ты или нет, а все равно выиграл. Что ты испытываешь? Какие чувства? Ты стесняешься? Ты рад? Из носика не идет кровь? Ну ладно, хорошо. Поздравляю тебя с победой. Поздравляю.
Я директор спортивной школы города Буденновск. Мы видели ваших ребят, они прекрасные. Ну, эти маленькие, только начинающие, есть старшие. Есть трехкратный чемпион мира, призер Олимпиады, есть чемпионы Советского Союза, чемпионы Европы. Немало их. Это с Абхазии или с... Да вот я имею в виду. Вы много спортсменов выпустили? 4 мастера спорта международного класса, я один заслуженный мастер спорта, единственный. Сложно тренировать ребят? Ну, конечно, это нелегко. Характер надо найти, каждодневную тренировку, результат показывает. Вот у нас среди сборной России мальчики двое уже есть. В прошлом году выиграл Россию, выиграл Европу, выиграл и мир выиграл. В Москве находится мальчик Кетя, ЦСКА. Бывший спортсмен, волейболист. Люблю спорт. Я за сборную Абхазии играл, когда я еще учился. Это наш старший товарищ. Всегда дает напутствие. Особенно, когда он тренирует, его не узнать. С каждым ребенком надо найти ключ. Со всеми надо по отдельности разговаривать. У каждого свой характер. Наш приезд заключается в чем? Это благодаря кабардинских друзей, те, которые занимаются греко-римской борьбой, там, сообщили нам по телефону, сказали, хотим вот так вот провести турнир, и чтобы вы принимали участие. Парень, который в честь того мы проводим, Да. погиб в Абхазии. Турнир памяти погибших. Они первый раз Первый раз. проводят, поэтому мы приехали. Чтобы они общались, дети. Кабардинцы, Абхазии, они кровные люди, близкие очень. Поэтому мы приехали. Вы приехали поддержать? Обязательно. Романтика есть романтика, природа красивая. Что удивительно, вот когда заезжаешь в город Вильнюс, даже по трассе, такая чистота. В городе Минск, как мы проехали, посмотрели, ну ни одной пылинки. Что удивительно, от малого до большого. Такие отзывчивые, такие чуткие. Если что-то спросишь, ну, досконально отвечают, показывают. И чисто, уютно. Ну, добродушные люди, видно, что воспитанные. Мне кажется, очень важно не просто приехать провести турнир, а сделать это в память. Конечно. Это содействует дружбе народов. Кабардинцы, Абхазии, кровные братья. Один корень у нас. И детей это сближает, познакомятся друг друга. Если будут встречаться, в следующий раз они друг друга будут уже близкие отношения будут иметь. Мне это напоминает, когда в старину мудрые старшие такими способами укрепляли Знакомили, да. связь. Ну, Обязательно. Ну, конечно. мы должны это делать. Здесь, которые находятся, кроме этого, остальные все мои ученики. Так что, Я перерос, ну, наверное. это чуть-чуть. Сейчас у меня не важно, кто выиграет. Самое главное, чтобы участвовали, чтобы дети общались. Спорт обучает культуре вообще? Обязательно. То есть выдержки, характер. Конечно. Конечно. Помимо того, она и сближает людей. А к нам ездят в Абхазию ребята из Кабардино-Балкарии и других? Она всегда приезжает, у нас 8-9 турниров мы проводим. Мы всегда приезжают чеченцы, Дагестан, Северная Осетия, Южная Осетия, Кабардино-Балкария, Черкесия, детей. Потом Ростовская область, Москва, Калининград тоже приезжают. Есть ли какие-либо трудности в нашей стране? Если вы их, допустим, исправить, то мы могли бы лучше подготавливаться к различным спортивным состязаниям. Вы видите, у нас положение такое на Абхазии, мы пока еще не признаны, отдельно мы не можем снимать. Наши ребята выступают за сборную России. Там не один, не два, не три, а когда Советский Союз был тоже двое-трое всегда попадали в сборную Советского Союза. В конце мая будет чемпионат России, в который мальчик в прошлом году стал, на Кете, он должен выступать за ЦСКА. Если выиграет, он на мир поедет. Выпускники забывают своих тренеров? Или они помнят о них всегда? Ну, знаете, вот каждый тренер хочет, чтобы его имя называли. Я, например, когда сколько лет работаю, с 60-го года работаю. У меня первый ученик был, это с Воронежа, русский парень в Германии. Он никогда не занимался спортом, грузчиком был. Ну, килограмм 120. Как вы его нашли? Или он сам? На полигоне, он в пехоте служил, я в артиллерии.
Вот вижу, здоровый такой парень, такие лапы имеет здоровый. А ему выебал. Я говорю, ты где заказ в нашем гарнизоне? Ему на год моложе меня. Он сейчас в Воронеже живет. Сын тоже боролся, встречались в 1984 год. Ну, когда они помнят, это много значит для вас? Конечно. Ну, как не Конечно. значит, Приятно, это, когда вспоминаю. как и ребенка радость, и свою республику тоже радостно, видишь, родители тоже радуются. Но есть Христа Хубрёв, я хочу хара бра дальше. أخوك محمد حيدر يا در حرتي دبر يا تردير في اتخاذ يخزوا تردير بيبار خاص وراح تخوبها أجرت ريسبوليكو كيرو بخزي در على صحابي زبخان أخوك محمد حيدر وتفعل السنة هاي بورا قلود أخوك بيقرأ تعبا ولا قبل ناجي حرجي بورا قام هري أتنا بورا تشوف باش Врезки встречи, а вы себе яхт не отцарготаха. Вы себе гдзумяться на го. Ажулари не колотахчка и бабзи бабо. Аджведжи изусто куилырка, аршазы куилырка айқлар. Ври ажуларка бардазги бзиу, харазги бзиу. Ври зоб харди хаза яра абсни тахазиу. Жанат корден чита. Кабардин сфера чини тахид ханжужу хагрган за тахид абсна. Русы чечен что тахид, осетин что тахид, казак что тахид, не жужжи, аурус что тахид там, что за. Вертехла, ахмад что нормально хав, арбдоти не пагод. Если что не пагод, кшнир всяхта, не добья всяхта. Это хубрёв, хапи хара, хваш, что это брака, вердес мечты. Свич, аррати сечко за тренер что. الدنيا بسخ أجوكي جوكا عن خنيا وبرتو تبيع واضحة بجزدر ويا إزبرستخو كده بكامل سالارو أخوش محمد حاضرو بحيث بارو ببريو بيستخو دارك اللي جاي بشان الدنيا خنزنا زاد زي بشان شوق ونصان أي بشرة خاقة وزاويد التخوت شو كده حنا أخوش بيساعد استخيد أي بشان بس أوه زيرك وزر عباد أخوك بزيو بزيوش تريد بزيو شرط يتبو يهرج باخ حربو بريدة تبحك بشادر سزحديوش Табу Бутуца, Абзерас. Я что хочу пожелать кабардинскому народу долгих лет жизни, здоровья, как у них душа чистая, город их не тоже чистый, чтобы они всегда жили в чистоте и в здравом смысле. Пусть Бог на них сверху посмотрит. Спасибо вам большое. Спасибо вам и вам. Спасибо. Вы тренера. Совершенно. Представьтесь, пожалуйста. Анна Кетя и Наукумба. Очень много тренеров, я немного запуталась. Почему так? Ну, мы как приехали в сборную Абхазии, но у каждого тренера индивидуально свой ученик. Мы уже немало занимаемся с ними, полгода-год, и каждого мы настраиваем. Но вы давно занимаетесь тренерством? Ну да, я занимаюсь уже лет 5, как занимаюсь. Вы с Гудаутского района? Я сам там родился, там начал заниматься, тренироваться, но так как мне старшие тренера дали место в Пицунде, в данный момент у меня зал находится в Пицунде, в городе Пицунде, я там занимаюсь со своими учениками уже 4 года. То есть ребята просто мне говорили, мы с Гудаута есть один пицунский. Мой ученик как бы, он в первом классе. В первом классе? Да, 20 килограмм участвует, и первый выезд у него. Вы нервничаете? Завтра у вас сложный день. Когда мои ученики борются, я очень нервничаю. Я думаю, я даже больше нервничаю, чем они сами. Не сомневаюсь. Когда выходят, да, бороться. У вас, когда проигрывают ребята, вы как-то злитесь, ругаете? Ну, смотря тоже, как проиграет. Может, он вот выигрывает уверенно, он лучше своего соперника, и он допустил очень грубую ошибку и проиграл.
тогда чуть ругаю и в основном работаю над ошибками. Надо тренироваться, ошибку сделал, на второй день на тренировку и исправлять. Сколько национальностей участвуют? Или только кабардинцы? Нам тоже это интересно. То есть иногда вы едете и не знаете? Мы не знаем. Надеюсь, турнир сильный будет. Чем сильнее, тем лучше. Лучше проиграть, с сильными бороться, чем там слабых выиграл и там чемпионом стать. Сколько тренеров приехало? Человек 5-6 тренеров, и там родители есть. Вы были в Кабардино-Балкарии до этого? Я сам тоже, в Нальчике боролся в детстве. Вот как мой ученик, 30 килограмм боролся. Давно это очень было, бывал. А вы? Нет, совершенно впервые здесь, в свое время тоже в детстве, когда боролся, не было таких возможностей, то есть выезжать, бороться в Кабардино-Балкарии. Для меня на сегодняшний день это о многом говорит, то, что я приехал со своим учеником, и обстановка все нравится, один такой настрой, завтра выступить с Божьей помощью и по воле Всевышнего одержать победу. Как вы считаете, адыги похожи на нас? Если честно, из всех кавказских народов они больше похожи на нас. Да, очень. На самом деле и характер, и внешность, и гостеприимство, на самом деле ничем не отличается от наших народов. Помогают ли такие турниры взаимодействовать? Очень, да. И Побольше. Тоже с Кабардино-Балкарии. Да, побольше таких турниров, чтобы они к нам приезжали, чтобы мы сюда ездили и больше общались, дружили. И если даже и конфликтные ситуации происходят, так поговорили, все. По-человечески. Да, они не по-другому нельзя. Раму, представься. Это будущий чемпион мира Аристава Рамиль. Вы так уверенно об этом говорите? Уверенно, не могу. Причины будут созданы для этого. А там на все воля Всевышнего. Рама, скажи, я будущий чемпион мира. После Дениса. Почему вы сюда пришли сегодня? На борьбу, на соревнования, но я сам не борец, но интерес имею к спорту, потому что я сам тренер по тайквондо. Сегодня играют здесь братские народы. Да, мне очень приятно. Вот вы сами откуда? Я сам местный житель. С какого села? Заукакажи. Как мне рассказывали наши старшие, у нас абазинский род. У вас абазинский род? У нас род из Абаза, с Красного Востока. Когда основывали поселок Заукакаж, большая часть нашего села, они приехали со стороны Красного Востока. Первомайская, Красный Восток. Вы были в Абхазии? Нет, я не был. Я очень хочу там побывать. Я начал интересоваться Абхазией, когда война была в Абхазии. Вот, естественно, мы братские народы. И, само собой, там что-то заиграло внутри. Нервничали? Ну, как нервничали? Больно было, конечно, само собой. Это абхазо-адыгский народ, это единый народ, одна кровь. Конечно, мы все чувствовали боль. Это само собой. И с тех пор она у меня и осталась. И с каждым днем начал больше интересоваться Абхазией, абазинскими народами. И в конце оказалось, что я сам из Абаза. Да, там все переплетается. Да. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня у нас проходит соревнование по вольной борьбе имени Героя Абхазии Римшаува Замира. И хотел бы представить моего товарища, он давно историей своей интересуется, историей своего рода. Он прекрасно сведущ о том, что Зольский район Кабардино-Балкарской республики в основном населен представителями народа Абаза, процентов на 70 где-то. И все здесь ищут свои корни, кто-то знает уже свои корни, есть семьи, где язык знают еще старшие. Руслан является гражданином Абхазии. Кто кого нашел, вас, Асланбек, или вы его? Скорее всего, мы друг друга нашли, встречная была, я слух какой-то услышал, что корни там в корнях разбирается хорошо.
про Аслана, естественно, и подошел к нему, спросил, он быстро мне объяснил, что мои горни в Абхазии есть. Откуда, извините, вы берете все время эту информацию? У вас чем-то подкрепляется или вы? Ну, я с самого детства интересуюсь историей своего рода. Всегда сидел в архивах, читал. Когда в университете учился, живо интересовался этим. Отец мой покойно рассказывал, откуда мы. Ну, у вас есть какие-то документы, где вы можете человеку положить, то, что вы это не придумали, что это реально так? Да, конечно. Насчет этого было сделано много исследований, выпущена книга «Абаза в Кабарде». Абаза шли волнами в Кабарду постепенно. Руслан интересовался своей историей, ему тоже, наверное, старшие рассказывали в свое время. Вот подошел ко мне, я ему уже документальные источники представил. Аслан мне сказал, что нужно будет поехать в Абхазию. Я, не раздумывая, сразу же выехал в Абхазию. Очень сильно там понравилось. Там тепло, люди дружелюбные, братство там чувствуется. И подал документы, и все очень быстро сделал. В течение каких-то 3-4 дней все завершилось. Вы с какого региона? С Кабардино-Балкарской республики, 47-й регион. Вы пришли специально, чтобы поддержать ребят, посмотреть бой? Да. Это ваш сын? Да, это мой сын. Привет. Как дела? Салам, скажи. Салам. А вы его водите с собой, чтобы он уже с детства приобщался к спорту? Да, нужно привыкать. Дух нужно поднять. Какие у вас сегодня впечатления? Все красиво, все очень грамотно, все на высшем уровне. Вот Замир Маримшаов, дядька мой по материнской линии. Вот мне приятно все это смотреть, увидеть, кто его не забыли. Ну как, на ваш взгляд, спорт воспитывает дух? Это от круга общения все зависит. Там, если в кругу друзей будут спортсмены, там такие нормальные ребята, ну, к наркотикам однозначно привыкания не будет. Да, думаете, это реальный противовес? Да, это реальный противовес. Понятно. Дома воспитывать одно, а так все воспитание на улице. Я очень рад вас здесь видеть. Дай Бог, дай Аллах, чтобы каждый год так приезжали. Мы тоже к вам недавно были. Нам очень у вас понравилось. Народ дружелюбный, братский народ, абхазский. И мы будем к вам приезжать. А мы можем к вам приезжать, конечно, абхазы? Конечно, мы тоже абхазы. В любое время мы тоже гостеприимный народ. Даже паспорт вот с собой ношу. Вот. Вы получили абхазский паспорт? Да, да. Что это для вас значит? Это многое чего значит для меня. Старшие говорили, что мы все с Абхазии, абхазы. Вот Коков по-русски, а так Коковские. Мы приезжали, смотрели, где Коковские живут у вас. Очень народ гостеприимный и все друг друга понимают. Я бы хотел представить нашего брата Алоева Артура, который принимал непосредственное участие в боевых действиях против войск Грузии. Здравствуйте, мы очень благодарны вам. У вас столько орденов. Это с грузино-абхазской войны? Да, с грузино-абхазской войны, да. А это орден Леона, орден Сосналиева. Это боевой, этот общественный. Ну и Союз абхазских добровольцев, это 20-летие Победы. Вы наш национальный герой. Ну, я вам скажу, герои — это ребята, которые там непосредственно положили голову, в том числе вот Маримшаов Замир, жизни положили, чтобы объединить абхазов и адыгов. На сегодняшний день мы тоже стараемся, чтобы каждая культура того или иного народа объединялись, чаще приезжали в гости на такие мероприятия. Не обязательно по памяти, например. Было бы прекрасно, чтобы и свадьбы играли. Насколько важны взаимоотношения близкородственных народов? Вы знаете, на сегодняшний день, если не будем мы в этом направлении работать, мы потеряем молодежь, культуру и самобытность свою потеряем. Если мы сейчас приложим усилия, как и абазы, и адыги, в одно направление, мы и этнически уплотнимся, как говорится, культурно и духовно будем едины. Надо заняться воспитанием подрастающего поколения. Чтобы просвещать, они должны с нами общаться. Чтобы общаться, надо возможность иметь.
если мы приложим усилия на бытовом уровне, а если нас еще и поддержат и главы государства и администрации, тогда мы будем в полной мере работать в полную силу. И это даст свои плоды. Мы будем таких же умненьких, воспитанных людей. Если он не воспитан, он не сможет предоставить, кто он, если он назовет себя адыгом, а ведет он себя не по-адыгски. От того, что он говорит на этом языке, это не значит, что он адыг. По поведению своему должен доказывать и по мировоззрению, по воспитанности, что он горец прежде всего. А в горах все равны. Быть равным среди равных – это честь и достоинство содержать и представлять свою культуру своего народа. Он представляет целый народ, по нему будет судить. Абхазская республика только-только начинает становиться на русло. Тем более политические дебаты. Здесь внутри России, внутри Кабарды есть какие-то свои нюансы, радикализм. Такого вида состязания, встречи народов, они очень важны. Обязательном порядке. Ну, во-первых, это обмен культурой. Главное, чтобы язык общения у нас был бы один, как раньше это делали, объединяли адыгов и абазов убыхи. Они разговаривали не об абазинском и на адыгском. А вот какие, на ваш взгляд, первые шаги стоит сделать, которые были бы полезны для наций наших? Ну, такой обмен, как бы куначеством, можно так сказать. Возродить его. Да. Пусть наша молодежь ездит, отдыхает на побережье Черного моря. Может, лагеря какие-то? Да. Именно, я бы не знал бы, как бы, слово лагерь мне почему-то не очень нравится. Спортивно-культурные мероприятия, те же концерты, те же математические знания там, или в науке, истории. Обмен студентами. Таким образом помогать им здесь учиться, нам там учиться, как говорится. Почему вы тогда пошли на войну? Математически. 5 миллионов грузин и 100 тысяч абхаз. Справедливость где? Нету, да? Задавят. И также потеряем одну языковую группу из нашего же племени. Вам не казалось, что выиграть ее практически невозможно 1 на миллион? Нет, я туда шел выигрывать. Оттуда бы живым просто прийти, посмотреть, поучаствовать и уйти я не мог. Пошел, надо идти до конца. Раз взял это обязательство на себя. У адыгов сказано, это слово, это как скала, нерушимо должно быть. Сказано, должно быть сделано. Либо не говорить. Какое бы ваше желание, которое могло исполниться, а вы бы хотели вот в эту секунду загадали, и оно сбылось? Хотелось бы увидеть, что наши народы объединились и стали единым целым и работали бы и как Российская Федерация, и даже другое государство. С любым государством мы готовы работать и вести какой-то диалог в правильном русле, а не в так, чтобы один другого придавливал. А сохраняя самобытность и свои традиции. В обязательном порядке, это обязательно. Спасибо вам большое. Мы раньше думали, что адыги – это наши близкородственные братья. Теперь мы поняли, что это один народ. Практически один народ. Ну, чуть-чуть диалекты другие, так скажем. Да. А если мы будем чаще общаться, мы будем уметь разговаривать и на абазинском языке, и на адыгском языке. Многие фамилии, они имеют происхождение либо с Абхазии, либо с Черноморского побережья, где в основном был распространен абазский язык, абхазский язык. Вы сейчас абазские архивы поднимаете, да, чтобы люди могли... Да. Ну, это первый шаг, да, скажем так. Сегодня состязание посвящено памяти вашего брата. Да, родной брат. Да. Какие эмоции вы испытываете? Они переполняют? Непередаваемые. Непередаваемые, да. Не высказать словами просто. Что побудило вашего брата поехать в Абхазию, никого не предупредив, все бросив? Наверное, зов сердца, и чтобы помочь братьям нашим, абхазцам, за их будущее, за независимость. Вот поэтому он и поехал. Сожалели ли вы когда-нибудь о том, что он поехал? Нет. Или вы... Нет, я им горжусь, что
он туда поехал, потому что, так сказать, он мой родной брат и все. Можно ли это характеризовать тем, что его позвал... Просто мы часто слышали этот ответ здесь. Зов крови. Да. Это был зов предков. Да. Для вас было неожиданностью, когда он уехал? Да. Можете ли вы что-либо пожелать абхазам? Чтобы они процветали и чтобы у них все было хорошо, чтобы всегда держались вместе. Почему ты занимаешься этим делом, и это является основной твоей работой? Почему для тебя это важно? Кто-то должен заняться объединением нашего народа. В XIX веке наш народ во время Кавказской войны, одна часть ушла в Турцию, другая часть пришла на Северный Кавказ. Я имею в виду абхазов. Адыгские народности тоже потерпели большой крах в этой войне. Осталось очень мало людей. Наш народ был очень большой, этнический массив был огромный. С тех пор, как я начал изучать традиции нашего народа, я понял, что нам пора начать объединяться под единой идеей. И именно мысли о единой идее меня сподвигли уже к действиям. Потому что наш народ разобщен. Я, говоря наш народ, имею в виду всех адыгов и абхазов. У нас несколько республик. Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская, Адыгейская республика, Абхазская республика. К сожалению, последствия войны имели своим результатом вот это разделение. А пришло время объединяться. Я очень рад, что у нас есть своя суверенная республика, Абхазская республика, гражданин, кой я сам являюсь, потому что я корнями сам абхаз. Кроме того, наш район, он одна часть абазины, другие абхазы. Поэтому я веду просветительскую деятельность, общаюсь с главами родов, чтобы люди начали приходить к своим корням. Кто именно? Адыги или абаза? Или неважно? Нет, корни важны. Представитель каждой фамилии, ему следует знать свои корни в любом случае. Да, когда-то какая-то часть народа абаза переселилась в Кабарду. И были адыги, которые уходили к абазам. Нам не следует делиться, мы единый народ. По-моему, вот это должно быть нашей целью, чтобы люди начали понимать, чтобы у нас прекратилось это родоплеменное разделение. Потому что адыги делятся на бжедугов, шапсугов. Я часто в интернете смотрю, идут иной раз баталии. Кабардинцы спорят там с бжедугами, устраивают просто смуту на ровном месте. Там много моментов затрагивается, как это знание языка, традиции. Вот в таком ключе разговоры идут, и люди начинают ссориться. Надо вот все эти противоречия преодолеть нам и становиться снова единым этническим массивом. Вы вот именно говорите про адыгов, которые вот абаза, и чтобы они вернулись на земли Апсны? Или просто мы говорим про адыгов, которые тоже также могут получить паспорта? Просто тут, я вам скажу один нюанс, тут настолько сильно все переплетается, настолько сильно, что единственный вариант это, наверное, чуть-чуть отделить границу и сделать огромную общую территорию. Те представители абхазского народа, которые здесь сейчас говорят на адыгском языке, я этим людям помогаю обрести свои корни, приехать на историческую родину, восстановить справедливость. Понятно теперь, да. Сначала человек должен понять свои корни, прочувствовать их. Находясь в иноязычной среде, естественно, было влияние той местности, на которой они проживают в данный момент. Сейчас мы можем призвать этих людей посетить свою родину, историческую родину, посмотреть, как там люди живут. Может быть, понравится, и они там останутся жить. Я искреннюю благодарность хочу принести главе Министерства репатриации Дбару Беслану и его заместителю Кутарбе Эркану, которые все, что в своих силах, они делают для нас и всемерно нам помогают. Те ребята, которые уже получили гражданство, они полны энергии. У нас встреча как-то была с Дбар Бесланом, и он нам дал очень мудрые напутствия, которых мы в данный момент и придерживаемся. Занимаясь просветительством людей, напоминая им про их корни,
надо действовать тонко все же, потому что мы все братья. И следует тем людям, которые когда-то здесь оказали помощь переселенцам, им надо оказать поддержку. Есть ли какие-либо сложности, которые вам пока кажутся невозможно их преодолеть? Знаете, у меня характер такой, что слово «сложность» я не люблю. В жизни бывают сложности, препятствия, но я их не воспринимаю как таковыми, потому что с любой проблемой можно справиться. Есть свои нюансы в этом деле, но в любом случае все преодолимо. Для вас имеет значение только историческая территория или для вас первичен народ, который сейчас проживает на этой исторической территории? Я имею в виду коренных абхазов. Первичен народ, потому что если нету народа, то земля уже не имеет особого значения. Мои друзья, мои соратники, которые уже познали свои корни, есть такие, кто хочет вернуться обратно на историческую родину свою. Есть такие, которые думают еще. Это занимает длительный процесс, потому что здесь люди живут 100 и более лет уже. Кроме того, когда ты знаешь свои корни, ты уже увереннее себя чувствуешь. Когда ты знаешь, откуда твои предки пришли, это вселяет в тебя много сил. И те проблемы, те препятствия, которые появляются на этом пути, они превращаются в некие задачи, которые ты уже проще решаешь, находишь иной подход. Кроме того, я стараюсь всегда всю свою энергию направлять на благо нашего народа, будь то абхазского, будь то адыгского. Я помню, как в 92 году с площади Абхазии в Нальчике добровольцы отправлялись на эту войну. У многих был зов крови. В той войне были и другие народности, но они были кавказцы. Кавказ в то время объединился под одним знаменем, под знаменем Апсны. Я хотел бы затронуть личность Владислава Ардзинбы, который в то время проявил мужество и смелость, присущие настоящему абхазу. Прошло 25 лет, люди потихонечку это забывают. Я не хочу, чтобы это люди забывали. Это момент, когда проявилось братство абхазов и адыгов. Многие корнями вот в этом районе Абаза. И сегодня мы присутствовали на соревновании имени героя Абхазии Маримшаува Замира, который прошел всю войну. Но, к сожалению, в конце почти он погиб. Приехали ребята из Абхазии, наши братья. И я очень рад тому, что, честно признаюсь, большинство первых мест они взяли. И я был этому несказанно рад. Снова наши братья проявили друг в борьбе. Именно тот тренер, который смог организовать и привести тех общественников Абхазии, которые помогли. Например, Бота Ажиба непосредственное участие принял, чтобы вот эта команда смогла приехать. Естественно, в первую очередь еще хочу поблагодарить Министерство спорта Абхазии, которое сюда прислало эту команду. В будущем, надеюсь, у Абхазии и Кабардино-Балкарии будут больше проектов социально-культурного плана. Это сблизит еще больше наши народы. Народ Кабардино-Балкарии, народ Абхазской республики. Это будет большим подспорьем для тех, кто хотят изучить свою историю, для тех, кто захочет вернуться на историческую родину. Абхазы первое место заняли почти все.
Кубик Рубика они собирают? Да. Очень быстро. 10-й. Ты разбираешься? Да. Я тоже почти. Да? Я даже не сразу поняла, что это 10-й, когда мне дали в руки. Да? Да. Офигеть. А у меня А у тебя какой? Xiaomi Redmi Note 3 Pro, а у него 6-й. Я тоже хотела 6-й, мне вот эту хрень купили. Айфон это не главное. Главное тот, кто держит его в руках. Ой, я, ты знаешь, ходила 3210 и тоже себя нормально чувствовала. Вот. Не знаю, я с фонариком ходила, я это ужасно чувствовала. Ты знаешь, тебя зато не могли прослушивать. Кстати, да. Да, кстати. Тебя не могли не прослушивать. Дауд! Смотри, пошла к друзьям, а я жду своих коллег. Спасибо, не хочу, спасибо. Нас тут снимают, нас хотят когда нас короче... Приключения абхазов в Кабарде будем мы закидывать в интернет. Закину вас тоже. Подожди. А, я снимаю. Все, сам разобрал, да? Нет, я разбираю. А, ну давай я разберу. Держи тогда. Меня не снимай, подожди. А вы это 9-й iPhone или 10-й? Вообще не умею. 10-й. Ты тоже разбираешься? Господи. Нет, я не разбираюсь. Нет? Вы очень плохо запутали. Да, он легко соберет так. Держи. Я вам запутаю. Да быстрее, Лина. Что ты хочешь от них? Во еще. Не знаю, для меня это вообще... Разбирать кубик, что это? У моего друга он сегодня такой купил. Или вчера. На! Я сегодня такой себе купила. Просто для коллекции. Раз. А это одной рукой надо. 2, 3. Все. Малыш, ты откуда такой взялся? Умничка. Молодец. Да, 4, 2, 22. Подожди, тебя как зовут? Расскажи о себе немножко. Дауд? Какое красивое имя. Ты в школе учишься? Да, 5 класс.
А давно с кубиком Рубиком работаешь? Где-то месяц, 2-3. Ты за месяц, 2-3 научился так его быстро разбирать, собирать? Да. А какая у тебя фамилия? Бажев. Бажев? Ты кто по национальности? На пол кабриз, на пол балкарец. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Эсма. Спасибо большое. Знаешь, что?